Выход танки Classic уже близко. Разработчики показали еще один намек на ближайший релиз теста игры. Я напомню, что сроки релиза до сих пор не менялись, и дата выхода все так же остается в 2025 году. И скорее всего, до анонса теста осталась неделя, потому что следующий видеоблог будет уже 18 декабря, в котором разработчики должны начать действовать. Также Орех официально ответил, будут ли скидки в классике. Рассказал конкретно про доступ скинов в классике, как их можно будет получить. Появилась информация про несколько видов прем-аккаунта и много другой новой интересной информации по классике, которую, естественно, мы рассмотрим в этом видео. Попрошу вас, друзья, сразу поставить лайк, ну а мы начинаем по порядку. Итак, первое, начнем с намека про ближайший релиз игры. Вот такой вот официальный видеоролик показали разработчики, давайте посмотрим. Какие можно сделать выводы, что это значит, на что намекают разработчики? Ну, во-первых, да, самое главное, тут фигурирует логотип танков Classic в орехе у белочки этой. Разработчики уже в очередной раз сравнивают релиз классики с релизом GTA 6. И в этом шортсе белка выбирает вместо GTA 6 остаться с классикой и уходит в закат. На самом деле сложно сказать, что это какой-то намек на что-то, да, потому что объективно просто белка выбирает между GTA 6 и танками Classic. Танки Classic и уходят. Если пытаться думать в сторону намека на релиз игры, то можно, наверное, сформулировать так, что разработчики намекают, что классика выйдет быстрее, чем GTA 6. У GTA 6, кто не в курсе, релиз ноябрь 2026 года. У классики пока что дата релиза все такая же, 2025 год. Либо же, если с другой стороны рассмотреть, разработчики намекают, что игра выйдет в 2026 году вместе с GTA 6, что у них 1 год релиза будет. Но это, видите, даже как нелогично звучит, все-таки белка не пошла же в сторону GTA 6, она пошла куда-то туда, в сторону классики, вместе с классик. Поэтому, если вот еще раз обсуждать такие сумасшедшие теории, то, касающиеся дату релиза, то танки Classic должны выйти быстрее, чем GTA 6. Что-то другое просто сложно сказать по этому шорту, напишите в комментарии, что думаете. Если вы играете в новые танки онлайн, не забывайте ставить лучший тег создателя контента ник 10 настройка вашего аккаунта. Второе, друзья, переходим ко второй новости, уже более конкретной. У разработчиков выходило еще одно видео официально про ответы на вопросы от игроков, да. И в этих вопросах был вопрос про классику, который звучит следующим образом. Будут ли праздничные ивенты иметь место в классике? И если да, то каким образом они будут осуществлены? Перед тем, как мы ответ посмотрим, я напомню, что до этого была информация из интервью, что праздничные ивенты будут, но не в таком огромном количестве, как в танках онлайн, да. У нас в танках онлайн тут каждый месяц ивент какой-то происходит. А в танках Classic, по идее, должны были быть ивенты только на крупные праздники, такие как Новый год, день рождения танков, там Хэллоуин, 1 апреля. В общем, только на крупные события. Теперь давайте посмотрим, что ответил Орех по этому поводу. Будут ли праздничные ивенты иметь место в классике? И если да, то каким образом они будут осуществлены? Мы не приняли окончательное решение, как и в каком виде проводить ивенты в классике. Как минимум, скидки на данный момент мы совсем не планируем. То есть разработчики пока еще окончательно не определились, поэтому даже вот что было до этого сказано, не факт, что так будет, с тем, что ивенты будут только на праздники, может их вообще не будет, да, теперь. И сказали про то, что не будет скидок вообще в классике. Вот это уже окончательное решение, и оно достаточно сомнительное с точки зрения старых танков онлайн, потому что все-таки это определенный тоже вайб, скидки вот свои вносили, там вот копить кристаллов, да, многие копили кристаллы, потом на Новый год заходите в игру, у вас весь гараж со скидками, покупаете, что вы хотели, со скидкой. В общем, это было неотъемлемой частью старых танков, да даже в новых танках до сих пор скидки есть, но Орех в классике скидки делать не будет, причем даже с игроками это никак не обсудилось, а у нас в дальнейшем планируются какие-то опросы проводиться по игре на раннем тестировании, там что будет, что не будет, список вопросов, которые еще не окончательны, еще что-то должно добавляться. Возможно, туда этот вопрос про скидки добавят. Ну, то есть, да, он сказал на данный момент. На данный момент не планируем. Не планируем, это означает, что еще все может поменяться. То есть, в теории еще в этот вот как раз список с голосованием может этот вопрос быть включен. Но я так посмотрел комментарии, многие там и негодуют, да, что скидок не будет. Но почему вообще? Никто только вот не объяснил, почему скидок не будет. Сейчас я вам объясню, почему так Орех планирует. И у нас потом следующий вопрос тоже будет с этим тесно связан. Это все связано, друзья, с тем, что Орех хочет как можно
сильнее удержать игроков в классике, потому что классика — это игра, которая не будет обновляться, в которой не будет новых обновлений. Это игра-музей, которая будет существовать только на старых механиках, так сказать. И что будет, если игроки все прокачают, наиграются, и им будет нечем заняться? Будут ли они уходить? Возможно, да. И чтобы вот такого не было, Орех хочет как можно сильнее удержать игроков в игре, в том числе вот убрав скидки, чтобы игроки так быстро не прокачивались, чтобы они как можно дольше играли, фармили эти кристаллы. И вот как раз переходим к кристаллам. Если так и останется, что скидок в игре не будет, по такой логике, значит, и кристаллы не будут продаваться за реальные деньги. Мы этот вопрос уже неоднократно там в прошлых роликах рассматривали. Правда, давно мы этот вопрос не поднимали. Можно ли будет покупать кристалл за реальные деньги? Походу нет. Походу кристаллы тоже не будут продаваться за реальные деньги, чтобы игроки своими силами играли, копили, наслаждались игрой как можно дольше. И вот второй момент, к которому мы сейчас переходим по поводу удержания интереса игроков в классике, это легаси скины. По крайней мере, он только про них на форуме высказался, про какие-то другие скины он не говорил. В общем, про доступность скинов в классике, что именно легаси скины тоже будут удерживать интерес игроков, и Орех хочет сделать их доступными только в конце игры и задорого. Опять же, за кристаллы, которые, скорее всего, не будут продаваться за реальные деньги. Орех написал следующее: я считаю, что все скины Legacy должны быть ингейм контентом в конце прокачки на самых последних званиях и за самые большие кристаллы. Никакой альтернативы, только прохождение игры полностью. Из-за большого желания ими обладать игроки будут оставаться в классике как можно дольше, от чего все будут только в выигрыше. Ну, с точки зрения интереса, да, удержания игроков, это, конечно, я считаю, нормальный шаг. Определенно что-то новенькое уже вносится в танки классика, не банальное, да, что-то старое. Хотя, я думаю, многие, наоборот, хотели вот сразу зайти в игру, поставить любой скин себе и играть. Но надолго ли тогда хватило бы этих игроков в игре, это вопрос другой. И вот Орех, я думаю, как опытный геймдизайнер, ему все-таки виднее, как нужно удерживать игроков. В принципе, я считаю, что, ну, достаточно приемлемый вариант, чтобы скины были вот эти доступны в конце. Плюс, мне кажется, что немного он преувеличивает вот эту вот значимость этих Legacy скинов, потому что не все так от них фанатеют, потому что многие пришли в игру после как раз этих Legacy скинов. И скины вот эти вот стандартные эпохи, да, 2013-2015 года как раз будут в игре по умолчанию бесплатно доступны. На них мы будем с вами проходить долгий путь до тех самых Legacy скинов. Это еще не все по этому вопросу. Тут еще одно интересное дополнение от Ореха было. Вот здесь один из участников форума написал Орех, что, к примеру, он воспринимает Legacy как раз вот, о чем я сейчас говорил, что это само собой разумеющееся, особенно в классике. И цель игры для него просто наслаждаться боем, геймплеем, атмосферой и так далее, да? На что ему Орех ответил вот эти вот следующие пункты и объяснил ему, что фарм необходим, потому что пока есть фарм, есть онлайн. Потому что не все, да, занимаются фармом, некоторые играют как раз ради атмосферы, как и этот автор. Ну ладно, мы не про это, мы про то, что вот Орех еще вот ответил про Legacy скины в классике. Он ответил так: не будет никакой альтернативы. Legacy будут там в самом конце, как мечта о волшебной битве, где все соберутся когда-нибудь в Legacy скинах на Legacy карте, заплатив за это сперва многими часами игры. А ту самую смоку XT ты еще вспомнишь, когда доберешься до легенды. Поверь, ты ее забыть не сможешь, когда там окажешься. Ну, то есть Орех вот эту вот мечту игроков в классике, да, вот кто играл еще во времена до ребаланса, хочет перенести в цель, в конечную. То есть, чтобы они докачались до этого момента, купили эти как раз Legacy скины, создали Legacy карту и зашли туда, чтобы произошло вот это вот волшебство старых танков онлайн. С одной стороны, я вот понимаю, да, многие что сейчас думают, с одной стороны, сомнительно, что в конце игры только будет это доступно еще без какого-либо доната, но зато самые ярые фанаты только дойдут до конца. Но с другой стороны, есть и люди, которые тоже вот играли, которые тоже фанатеют от танков старых, которым будет впадло этим заниматься, потому что захотят здесь и сейчас. Это я хочу зайти сейчас. Вот. Нельзя, ну дайте я задоначу, да, а донат, походу, тоже вот, на это Орех не даст добро. Донатить, походу, тоже на это нельзя будет. Нужно играть, чтобы так просто классика не приелась, чтобы она как можно дольше существовала. Пишите, что думаете по вот этому поводу. Нравится ли вам такая идея Ореха, чтобы Legacy скины были там в конце? Или вы придерживаетесь теории, чтобы они были доступны сразу изначально? Ну или чтобы их можно было как-то купить. Так, друзья, четвертый момент. Про платный чат. Помните? Была информация, и почему-то вот как-то все замялось, мало кто про это вспоминает. Возвращаемся. С платным чатом пока что ничего не произошло. Может быть, опять же, вот на моменте голосования что-то видоизменится. И в этом вот ответе Орех подтверждает, что текущий план према, он остается. Когда без покупки према ты не сможешь писать в чате. Дальше тут в своей манере вот отвечает игроку. И еще один самый интересный момент, что Орех в некой игре Ion 2 хочет повзаимствовать идею с 4 разными премиум аккаунтами. Но может не с 4,
а как минимум Орех рассматривает вариации введения несколько видов прем-аккаунта в классику. Конечно, пока что это не гарант, что точно в классике будет 2 вида премиума, 3 вида премиума, но пока Орех это рассматривает. Возможно, к релизу, или может вообще в моменте, когда игра уже выйдет, в процессе какие-то виды премов будут добавляться, потому что, напомню про монетизацию классики, как вообще разработчики будут зарабатывать на игре. Они будут зарабатывать не тем, что донатеры покупают себе крутые пушки, корпуса и нагибают всех остальных недонатеров, да, а это будет работать по-другому, что игроки просто поддерживают игру покупкой премиума. Ну, естественно, не просто поддерживают, да, получают себе различные приколюхи, но это все косметические приколюхи, то есть никакого преимущества донат в классике давать вам не будет, только тот же вот доступ в чат, доступ к созданию битв, какие-то индикаторы около вашего никнейма, что вы крутой чувак. Ну и покупка боевого пропуска тоже будет за реальные деньги, видимо. Ну и на этом пока все. Официального, конечно, ответа не было от разработчиков, будут ли кристаллы продаваться за реальные деньги или нет. Но все, просто все факты, вся информация намекает нам на то, что не будут кристаллы продаваться за реальные деньги. Ну и для тех, друзья, кто играет в новые танки онлайн, тоже вот интересный ответ для новой игры появился. Что это он пока говорит про классику, но продолжает делать намеки, что все вот эти выводы для танков онлайн будут сделаны как можно быстрее, и он будет очень-очень предвзят. То есть он имеет в виду, что какие-то из вышеперечисленных механик в классике, идей в классике он хочет перенести в танки онлайн, но про какие именно он пока не уточняет. То есть в танках онлайн тоже, по идее, может появиться и второй вид премиума, третий, четвертый, может скидки пропадут, но ивенты, я не знаю, ну вряд ли он про ивенты говорит. Но, в общем, что-то в танках онлайн тоже будет повзаимствовано из танков классик. Ну, в общем, друзья, вот такие вот новости по классике мне удалось откопать. Попрошу вас обязательно поддержать видео лайком, подпиской на канал, если не подписаны. Я думаю, что-то нас ожидает в следующем видеоблоге 18 декабря по классике. Что-то будут какие-то громкие анонсы, либо очень громкие переносы, но надеемся, что все-таки анонсы о начале тестирования каких-то других новостей про классики нас ожидает в следующем видеоблоге. В общем, ждем, не дождемся выхода этого видеоблога. Пишите, что вы думаете по всем вот этим пунктам из этого видео. Что, по вашему мнению, приемлемо для классики, что неприемлемо. Я напоминаю, что танки классика это все-таки ремейк старых танков онлайн, игра-музей, а не точная копия какого-то там определенного года с множеством недоработок, да, каких-то мелочей, нюансов. А танки классика это доработанная до ума игра того времени. Какие-то моменты, естественно, звучат сомнительно, какие-то звучат интересно. Глоток свежего воздуха даже появляется в игре, как-то по-другому на нее смотришь, на эту игру. Но опять же, все окончательно станется известно уже после тестирования. В видеоблоге, возможно, про это расскажут, какие новые вопросы будут вынесены на тест. Ну, нам вообще хотя бы тест объявить, да, а не выносить вопросы пока что. Но, в общем, я к тому, что еще многое может поменяться, и это еще не окончательная версия игры. Пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете. Все обязательно прочитаем. Заглядывайте на стримы, там в прямом эфире можно тоже вот вопрос свой задать. Оперативно на все отвечаем, тоже обсуждаем классику. Я всех благодарю за просмотр. Ждем крупных новостей по танке классик.